Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре рассмотрим достаточно интересную новинку. Это трибридные пятидрайверные наушники от компании Rapt Go. И называются они Bridge, что переводится как мост. Наушники поставляются в такой прямоугольной коробке, красиво оформленной, с изображением самих наушников на лицевой части в трех расцветках. В моем случае они будут синего цвета. Ну и здесь написано, что в наушниках используется два кастомных арматурных драйвера, два кастомных динамических и двойной пьезоэлектрический драйвер. Но чувствительность наушников составляет 105 дБ, и они получили 17 Ом импеданс. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию. И первым делом здесь нас встречает пользовательский мануал на двух языках, где все достаточно подробно рассказано с картинками. И здесь также имеется графика чеха этих наушников. Вот так он выглядит, но мы его рассмотрим с вами позже. Но, конечно, все самое интересное находится в этом безумно крутом кейсе. Давно я такого не встречал. Он довольно тяжелый, и как по мне, он хоть и не миниатюрный, но его можно поставить где-нибудь на столе и использовать как удобный органайзер, так как здесь можно удобно расположить кабель и амбушюры для вашего удобства. Вот так все это выглядит. И вот так выглядят наушники в таком приятном синем цвете. Они не очень тяжелые и имеют цельнометаллический корпус. А лицевая панель выглядит необычно, с такой решеткой, то есть прямо так довольно футуристично я бы назвал, а внутренняя часть у них более гладкая. И здесь имеется одно акустическое отверстие, вот такое небольшое, рядом со сменным соплом. И здесь также можно увидеть вот такое большое с сеткой отверстие под пьезоэлектрический драйвер. Но еще у них имеется возможность смены сопла путем такого легкого откручивания. В комплекте здесь имеются золотистые, которые улучшают воспроизведение высоких частот. И вот такие черные идут изначально, они стандартные. Но лично я поставил именно серебристые, которые я сейчас и использую, и слушаю наушники именно с ними. Они имеют сбалансированный режим. Вот советую лично от себя ставить именно их. Но еще одно достоинство этих наушников — это переключатель, установленный в задней части наушника, который можно переключить без проблем с помощью вот такого эджектора. Он также идет в комплекте. У нас имеется всего два режима. Первый усиливает высокие частоты, а второй влияет на режим усиления, который воздействует на весь диапазон частот. И лично я оставил включенным именно второй режим. Вот так можно без проблем выключить его и обратно включить. Все, то есть довольно все легко. Ну а что касаемо посадки и эргономики у наушников, то здесь вообще все в полном порядке. Сидят в ушах они отлично, плотно и прилегают действительно комфортно. Да и сама форма наушников, как вы видите, очень правильная и удобная. Ну а что порадовало меня еще, так это довольно хороший набор качественных амбушюр. Вот такие с голубым наконечником, причем с довольно твердым, я скажу, и с белым. Можно слушать эти наушники, с ними в принципе менять особо их нет смысла. Ну и конечно же здесь имеется довольно знакомый уже мне медный двухжильный кабель с разъемами 2 пин и стандартным коннектором 3,5 мм джек. Он довольно простой, но имеет хорошую оплетку, такую гибкую. У него нету микрофона, и на самом деле можно использовать его, но лично я бы рекомендовал поставить что-нибудь более солидное. Но теперь поговорим о звучании и рассмотрим график этих наушников. Начну, как всегда, с низких частот, которые достаточно хорошо сбалансированы и не уходят в басхедность. У них есть неплохое присутствие саббаса, но это не так глубоко и массивно ощущается, как, например, в Quartet из предыдущего обзора. Но все-таки по-прежнему находится на приятном, слышимом уровне. Хотя боюсь, что басхеды будут все-таки расстроены.
потому что здесь нет такого гудящего сабвуферного давления от баса, и акцент низких частот немного смещен больше в мидбасовую область. И сам бас точно не занимает доминирующую позицию при воспроизведении музыки. Но мне понравилось, что он имеет хорошо подчеркнутую атаку и не звучит вальяжно или расслабленно, а наоборот, он достаточно четкий, текстурный и хорошо контролируемый, и плавно перетекает в средний диапазон, не мешая раскрываться ему. Но теперь разберем средние частоты. Начну с того, что они достаточно подробно и хорошо раскрывают вокальную часть и инструменты. Сам вокал в них достаточно хорошо артикулированный и разборчивый, и не звучит закрыто и глухо. Наоборот же, он достаточно широкий в пространстве и как можно чаще старается завлечь вас и обратить внимание на себя. Да, он довольно заметно выдвинут вперед, но находится на приятном расстоянии для прослушивания. А все инструменты не прячутся за ним, а наоборот же стараются полностью раскрыться с положительной стороны и дополнить его. Ну а ударные барабаны достаточно хорошо так подчеркнуты, но звучат приятно. И эта область ощущается достаточно прохладной. То есть нету такого теплого гладкого уклона, а наоборот же имеется техничный и более арматурный характерный почерк. Ну а высокие частоты в этих наушниках получились очень такими техничными, детальными, но иногда могут быть немножко рисковатыми. Но все в рамках нормы, так как все будет в первую очередь зависеть от материала, который вы слушаете. И, например, как по мне, тяжелые перегруженные жанры не совсем подходят для воспроизведения на этих наушниках, а вот что-то более легкое и спокойное идеально раскрывается и имеет хорошую вовлеченность в материал. И, конечно, стоит сказать, что сразу бросается это достаточно хорошо так выдвинутые вперед тарелочки и различные перкуссии с акцентом на микродетали, которые отлично подчеркнуты и оставляют после себя приятные и достаточно продолжительные шлейфы. Но еще одним ключевым аспектом звучания Rapt-Go Bridge является их звуковая сцена. Благодаря хорошей связке драйверов и их совместимости эти наушники создают реально широкую и глубокую сцену, буквально выходящую у вас из головы. То есть инструменты и вокал занимают свое достаточно правильное место в трехмерной пространственности, буквально создавая ощущение присутствия на живом концерте. И получается так, что вы буквально можете услышать различные инструменты, расположенные на разных расстояниях и в разных направлениях с отличной точностью. Ну а вывод по данной модели наушников у меня получился таков. Rapt-Go Bridge можно охарактеризовать как достаточно натуральные, очень детальные, эмоциональные, техничные наушники, которые подарят вам отличные впечатления при прослушивании. У них имеется хорошо атакующий, текстурный и контролируемый бас, достаточно такие четкие прозрачные средние частоты с очень детальными высокими частотами. А их объемная звуковая сцена и отличная передача микродеталей делает Rapt-Go Bridge хорошими наушниками для уже закрепившихся в этой теме аудиофилов. Ссылка на покупку наушников находится в описании в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. С вами как всегда был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.